Друзья мои, всем новогодний привет! Уже в этом новом наступившем 2026 году. Хочу вас поздравить с Новым годом и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. И, конечно же, снять для вас очередное видео на канале о моих растениях. Сейчас, ребята, я вам покажу чудесные, мои замечательные, мои любимые хои. И некоторые из них в этот новогодний день порадовали меня цветением. Многие из вас в комментариях с поздравлениями с Новым годом хвастались о том, что у вас снег. А у нас в Одессе нет снега, но есть вот такая вот красота в виде цветения хои лакунозы эскимо. Смотрите, как здорово! В этот раз сколько нарядных корзиночек, ребят. Прям по всей длине этой замечательной хои она выдала корзиночки с цветоносами. И у меня здесь по вечерам стоит обалденный аромат. Меня спрашивали про мелкашки, про хоечки, мелкашки. И вот одна из них представительница мелколистных хой. Хоя эскимо сильвер. И в этом году, ребята, посмотрите, как она цветет. Ну не чудесно ли, а? Это прям снежинки. Гляньте, какая прелесть. Да? Супер. Кто любит эту хоечку, ставьте лайкосик. Так, рядом с ней Ваете триколор. Ваете триколор немножко подстрижена, ребят. Перед самым Новым годом был заказик на нее. И я, обрезала череночек. Такой, знаете, уже хорошо, такой вот хорошей такой длины. Наверное, узлов на 6. И с удовольствием отправила где-то в Киевскую область. Надеюсь, что приживется и все будет хорошо. Так, рядом с ней еще одна хоя. Это моя сигилатис классическая. Так я не дождалась ее цветения, но надеюсь, что в этом наступившем году она меня все же порадует. Нравятся мне сигилатисы своими красивыми листочками. Ну, а эта красотуля всегда меня радует тем, что она неплохо растет. Это хишкелиана варигатная. Вот видите, какие у нее косы. Тоже охотно делюсь, когда есть такая возможность. И она дарит мне цветение очень часто. У нее такие ароматные цветочки, соцветия, собранные в корзинке. Аромат, ребята, кисломолочный. Кто любит такие ароматы йогурта, кефирчика, это вот вам нужна вот такая красота. Они еще бывают альбомаргинатные, когда варигатность по краю. Ну вот этот вариант мне приглянулся. Из особенностей ухода то, что она в первые месяцы адаптации у вас дома, возможно, не покажет вам какой-то стремительный рост. А потом все наладится, и она начнет наращивать свои красивые косички. Ого-го, кто это у нас здесь тоже собрался цвести? Кто это такой спрытный? А это здесь, а вот еще, ребята, посмотрите, вот еще корзинка. Это допивает здесь водичку в таком горшочке моя кранхиниана Black Leaves. Вот так она у меня растет. Про нее ходят слухи, что она очень несговорчивая, возможно. Но вот в такой системе посадки, смотрите, горшочек с поддончиком, нижний полив. И посмотрите, как она прорастила вниз корни. И прям вот там она корнями вбирает в себя воду и неплохо так растет. Тоже очень часто ею делюсь. О, еще одна корзинка. Я что-то даже не обратила внимания, что она у меня здесь решила цвести. У нее цветение по типу лакуноз. Хотя это не лакуноза, видите, а
Хеушкелиана, так она называется. Black Leaves она называется, потому что у нее вот есть немножечко такой темный пигмент на листиках. Так, нависает над ней красотка, которая не хотела ни разу у меня цвести. Это Куртиси хоечка. Вот такая шапочка, буквально из черенка, с двумя листочками у меня за пару лет наросла. Вот так вот она здесь у меня свисает. Красотка. Ой, и моя любовь, Полинейра Альба маргинатная. Ребята, тоже в таком вот горшочке, с водичкой внизу, на фитильном поливе, в грунте. Растет неплохо. Были у меня с ней заморочки. Посмотрите, какой красивый листик. Пара листьев, да? Видите? Вот так мне нравится. Она очень часто уходит полностью в белый, альбиносит. И вот эту белую ветку, если вы увидите, если много зеленых листьев на кустике, много веточек с зелеными листиками, то можно эту белую оставить одну, там небольшую. Но если эта ветка огромная, белая, без хлорофилла, то лучше ее срезать, иначе погибнет все растение. Так, здесь у меня Apple Leaves Марина мне подарила с Кривого Рога. Прислала вот такого красавца. Тоже разрастается здоровски. Нравятся мне вот эти вот листики. Прям замечательные. Яблочки. Это дисхидия. Дисхидия Apple Leaves. Кто еще здесь заслуживает внимания? Это интересная Хоя ротундифлора. Так, по-моему, она называется. У нее такие, знаете, прямоугольные листики. Тоже ни разу не цвела. Только-только она у меня завоевывает мое сердце и пространство. Видите, как она здесь у меня под потолком высоко висит. Ну, она мне понравилась за форму своего листа. Посмотрите, какая необычная форма листика. Очень мясистый такой суккулентик, прям, знаете. Были у нее, видите, вот цветоносики, но цветение не случилось. Не вытянула она цветение. Такая вот у меня здесь картина маслом. И любимая дисхидия моего младшего сына, он с удовольствием разрешил разместить ее у себя на стеллаже, хотя ей здесь особо не сильно-то и комфортно, но это дисхидия авата, видите, она цветет вот так, ребят. Вот такие вот соцветия, как бы с одной стороны не слишком они приглядно выглядят, или как это сказать, но цветет, цветет. Больше всего она ценится за ее листву. Вот такая вот красотка. В общем, вот так я вам показала в этой локации не всех, но некоторых своих мелкашечек. Как девчонки меня просили: Аня, покажи своих мелкашечек. Вот они здесь на солнышке, в лучах утреннего солнышка вот так вот растут. Этот стеллаж приехал с северной лоджии. Вот здесь он у меня расположился. А сейчас я отправляюсь в другую локацию. Здесь, кстати, еще от Марины два подарка, две хоечки. По-моему, они разные. Я потеряла их название, но вот такие они интересные. Мне кажется, что они кустовые. Растут вот так пряменько. Интересные хоечки. У них очень приятные на ощупь листики. Ну, у этой просто глянцевый лист. Ой, по-моему, это грандифлора, или как-то она называется. Или что-то я, ребята, путаю, надо будет уже пересаживать. А вот эта хоя... какая-то из них не грандиф... Господи, я, наверное, с орхидеями путаю. Какая-то из них... Сейчас... Только что крутилась в голове. Гигас какая-то из них. По-моему, вот это гигас. А вот это я забыла. А у этой обратная сторона листика опушенная, тоже такая глянцевая, но более нежная. Интересная. Она как-то вот так вот вверх растет. Прикольная. Нравится мне. Так, идемте в другую локацию. Там сейчас посмотрим, кто там у меня есть еще.
Там, по-моему, тоже есть мелкашечки. В общем, эти здесь растут. Слежу за поливом. Ой, еще раз вам покажу эту красоту, ребята. Ну, просто невероятно. Эти снежинки в этот зимний день. Ароматные. По вечерам. Просто по всему кустику, по всем лианочкам они здесь. Не показала вам Ребекка это, да? Ребекка. Вот у Ребекки такие 3 косички. Хочу, чтобы она была, конечно, пышноцветом, но она пока вот такая. Тоже цвела, ее цветение мне тоже очень нравится. Ну, странно, что на краешках побегов у нее какие-то, знаете, маленькие листочки, почему-то измельченные. Что-то ей, наверное, не хватает в моем уходе. Либо она такая сама по себе есть. Листик у Ребекки вот такой интересный. И много вот цветоносов. Кстати, она тоже будет цвести скоро. Ха-ха-ха. Но она не так, как лакунозы, пахнет прям ядрено. И у нее корзинка такая розоватые цветочки, но по форме очень похожи, как у лакуноз. Ребята, у меня здесь так плотненько-плотненько. Хоечки, орхидеи. Триколор сюда приехала, красавица. Посмотрите на нее. Умница, красавица. Ох, какая она нарядная. Очень она мне нравится. Здесь у меня с таким пестрым листом макрофила Pot of Gold. Все-таки мы пытаемся с ней нарастить листовую массу. Но, знаете, она очень инертная. Очень, но она симпатичная. Посмотрите, какие у нее листики интересные, да? Здоровские. Она на меня обиделась после осенней стрижки. Она так хорошо росла, но после стрижки многие хои, какие-то наоборот, хорошо начинают расти, а какие-то прям вот обижаются и все. Слушайте, только что увидела эту красоту вот этой невероятно красивой хои. Я обожаю ее листики, они разные, такие, знаете, плотные, как панцири черепашки. И посмотрите, ребята, да-да-да-да! Это Sabah Beauty собралась цвести. Какая умница! Мне нравится ее цветение. Оно, в принципе, похоже на калистофилы, мне кажется, чем-то. Но она замечательная. Девочки давно ждут, и мальчики, моего видео про хои. Говорят, пишут в комментариях, вы все про орхидеи, про орхидеи. Девочки, сегодня, в первый день Нового года, видео про хоечки. Такая классная. Кто еще не приобрел вот такого крокодила, черепашку, я бы сказала. Не крокодила, черепашку. Обязательно прикупите себе череночек, срезик и укорените. Такая клевая. Места много не занимает. Вот так ее накручиваете, накручиваете. И она будет вас радовать такими корзинками. Такая молодец. Так, ребята, мы с вами недавно, видите, что творится, пересаживали вот эту вот капризюлю, эллиптику, сплэш, да? Ну вот, вроде ничего. Пару листиков сбросила, естественно, хотя это была перевалка. Мне там писали комментарий, ну и что это за пересадка? Вытянула с одного горшка, засунула в другой. Девочки, минимум вмешательства. Я таки написала, эта пересадка называется перевалка. Корни не трогала, ничего не трогала. Гляньте, какой у нее интересный крафтовый листочек. Да? Прикольный. Такой рисунок у нее. Вообще здоровская. Тоже похоже на какую-то, знаете, черепашку. 2 черепашки у меня здесь рядом. В общем-то, приживается. Почему я ее поместила в такую вот, в пластиковую тару? Отмирают листики, убираю. Потому что она у меня в глине очень быстро пересыхала, хотя неплохо росла. Я думаю, она со временем поймет, что все нормально, никто ей зла не желает, и она начнет на весну уже свой рост. Я уже уверена в этом. С ней надо очень аккуратно. Це дуже тендітна особа. Так, и моя любовь любовная.
Любовь любовная. Одна из хостов. Вот у многих есть Грей хост. И мне предлагали Грей хост. Я говорю, ребята, у меня есть Нова хост. Нова хост. Поэтому зачем мне Грей хост? Еще политый, все нормально. Я спокойно за эту локацию. Она у меня влажненькая, эта локация. Вот у New Host вот такой, знаете, прям классный листик. Глянцевый такой. И прям вот перламутровый. Мне очень нравится такой красавчик. Так, моя Светлана. Пишут девочки, что Аня, это вроде как и не Светлана. Как-то она в один момент решила расти. И выдала вот такой длиннющий ус. И я, знаете, прям уже порадовалась. Жду листьев на нем. Ну, я думаю, что теперь придется ждать весны. Она вот только один листик вырастила. Но он такой небольшой. Девочки, вот гляньте. Пишут, что это не Светлана. Но я уже не знаю, что и думать. У кого-то на видео, на фото такая же, как у меня. У кого-то чуть-чуть отличается. Бог его знает. Ну, я ее пересадила, она плохо росла у меня. Я ее пересадила вот в такую систему. Вроде как она немножечко оклемалась. Так, здесь у меня с северной лоджии Лата Искандар приехала, привыкает. О, Фичи там тоже зимует. Здесь у меня вот такая вот красавица, подарок. Шелковые листики. Кстати, надо полить. Ай, как она называется, девочки? Я же недавно помнила и уже и забыла. Есть название. Есть. Сейчас я вам скажу, как она называется. Кто прочитал первый? В общем, девочки, вот название. Кагаиненсис. Кагаиненсис, и она во все стороны мне дает, вот видите, побеги. Туда пошел, сюда вниз. Ну, листики прям замечательные. Кагаиненсис вообще. Ну, вижу, что надо уже ее поливать. Боже, а это Белла, это нечто. У меня есть черенок там на укоренении, который в грунте в теплице. Худо-бедно растет. Но это несчастье. Уже в минералку посадила. Нету никакого результата. В общем, я так вижу, что с Беллами, девочки, я, наверное, попрощаюсь, расстанусь, я не буду я с ними связываться. Ну, не, видимо, сухой слишком воздух для Белл в наших помещениях. Конкретно у меня квартира во время отопительного сезона не влажная, ну, влажности мало, маленький процент влажности, и становится очень сухо, и все. Белки реагируют, особенно вот эти варигатные, реагируют тем, что начинают прям они болеть. Ну и когда растение у тебя мучается, ну что уже сделаешь? Надо сделать так, чтобы всем было хорошо. И вам, и растениям. О, смотрите, что получилось. Прилепилась я вот к этой вот мухоловке. Кстати, хорошие штуки. По весне вот прилипают разные мушки к ним. Так, разворачиваю. Здесь у меня Кэрри есть. Кэрри, которая с такой варигатностью, видите, внутренней. Я даже не знаю, что это за Кэрри. Лист у нее на свету приобретает внутреннюю варигатность. Писали мне, что это и перманент. Но именно на варигатную она не похожа. Лист крупный, она дает такой стовбур. Очень такой, смотрите, куда он уже вышел. В прошлом году это было прям почти 2 метра, может быть даже больше. И вот в этом году тоже, смотрите, как она здесь у меня растет. Уже больше меня, да, уже 1,5 метра она есть. Меня часто спрашивают ее. Я говорю, ну пока у меня нет на срез узелков, потому что она обрастает листьями. Вот тут такой узел прям на 3 листа. Такая интересная, очень интересная. Так, ну и сейчас я покажу вам, кто здесь у меня на моей полочке. Тут у меня прям собралась целая компания с орхидеями вперемешку.
И я пришла с поливочной водой и разбавила здесь фитоспорин. Буду сейчас поливать всех своих жильцов. Я сюда принесла фувоенсис. Вижу, что она уже всю легенькая совсем. Буду ее поливать. Смотрите, какая. Уже вижу, что надо вот этот хвост закалывать, чтобы он шел наверх. Сейчас я это сделаю. Так, вообще высохшая. Моя Николсона, да, тоже подсохла. После обрезки тоже немножечко сидит. Очень красивый лист у нее. Шикарная хоечка. Девочки, показываю буквально по пару минуточек каждую. У меня их немало, ну и не так уж прям, чтобы много. Конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то прям отдельная комната именно для хоечек. Ну, к сожалению, никак. Так, смотрите на мою принцессу. Что она вытворяет. Я ее наконец-то пересадила вместе с вами просто в гидропонику. Все уже пусто, надо поливать немножко водички. Она мне выдала вот такой, как у новохост, лист. Следующий идет вот такой. И, короче говоря, варигатность у нас утеряна навсегда. Ой, а это прелесть какая! Это DS70 Буртони. Она у меня варигатная, она у меня такая умница. Она мне столько всегда дает корзиночек. Девочки, посмотрите, мальчики. Мальчики обижаются. Девочки, мальчики. Ребята. Ребята, девчата. Так, сейчас покажу вам ее поближе. Ох, я хочу ее развернуть. Я всегда ее показываю, но она сейчас прям, знаете, вся в корзинках. Мелкашка, которая прям цветет с удовольствием, дает большое количество цветоносов. Посмотрите, что творится, девочки. Посмотрите, что творится. Мама дорогая. Всех надо поливать. Отопление, слава богу, есть. Но теперь надо поливать чаще. Вот такая на новых веточках варигатность. Видите, с розовинкой. На солнышке, как вот сейчас уже январь, видите, ушел загар. Только есть кайма по краю листика. Они такие опушенные, приятные на дотык, очень классные листики. А когда будет, я не убираю с подоконника даже в летнюю жару. И когда жара, эти листочки прям такие, знаете, получаются такие вот ярко-малиновые. Очень здорово. Тоже пахнет, как и хишкелиана, вкусненько, кисленьким. Вот такая вот красотка. Разрослась, но я ее на шпалеру вот так вот. Даже не привязываю, я бы сказала, что я ее забрасываю. Вы можете укоренить срезик. И потом он, кстати, у меня приехал вот два таких вот, один черенок на 2 листика. И вот так вот за пару лет, за сколько? За 2,5, за 3. За 2,5, не, наверное, за 2 года. За 2 года разросся. Вы можете укоренить и потом делать ампельно. Подвесить и ампельно. У меня просто на подоконнике стоит, поэтому так. О, сейчас буду закручивать, ребят. О, сейчас бутоны еще. Но она, кстати, неприхотливая до безобразия. Неприхотливая. Не бойтесь ее. У меня есть еще один черенок от принцессы, на который я тоже надеялась. Но смотрите, он дал вот такой лист интересный. Посмотрите. Двойной. Но варигатности как не было, так и нет, ребят. Ну, что поделаешь. Вот такая вот история. Так, и там у меня красивая еще хоечка. Сейчас покажу. Она с цветоносиками. Вот еще один сигелатис, который мне тоже очень нравится. Посмотрите, какой он здоровский. Он имеет более круглую форму и вот такую варигатность. У него номер есть. Вообще он сильвер, мне кажется. Цвел у меня неоднократно, вот буквально недавно отцвели цветоносики. Вот в отличие от стандартного сигелатиса, от обычного, который у меня ни разу не цвел, этот цветет. Но у него не оранжевый цветочек, как у стандартного, а какой-то такой, знаете, с розовинкой. С розовинкой. Вот он растит свои веточки, свои побеги. Я их просто вот так накручиваю и направляю вверх. И вот так я их на держатель, на круглый формирую. Вот.
Вот такие вот, знаете, мне напоминает панцирь какого-то жука. Прикольный. Интересный. Тоже в глине у меня сидит. Конечно, летом, когда жарко, это чревато тем, что очень быстро пересыхает. Мне это не сильно нравится. Но в межсезонье само то. Такой красивый. Красивый листик. Так что, кому сигилатисы нравятся, этот вообще замечательный. Есть, по-моему, еще какой-то там прям сильвер-сильвер. Но этого тоже достаточная заливка, я считаю. Но это вот на любителя. Конечно, кто сигилатисы собирает, тот, наверное, захочет иметь все. Так, подоконник полила, но не весь. Сейчас еще ту часть подоконника пролью. Ой, у меня здесь еще полинейра от Марины, еще одна, которая прогет. Вот так растет веточкой. Пока нету у нее, не кустится, короче. Не кустится, но я думаю, позже ее пересажу. Она здесь у меня в тенечке среди орхидей. Ребята, здесь у меня сладкая парочка, потому что вот так произошло. Моя каудата, которая Суматра, ухватилась за держатель соседней хоечки. И вот так идет наверх. А соседняя хоечка — это моя, как называется? Ой, я помнила и забыла. Ну, это очень... Айсенсис. Айсенсис. Такая классная. Видите, она не сплэш, а как сказать, с заливкой. Но не все листики с заливкой. Вот есть листики просто вот такие вот. Тоже вижу, пересохла. Я ее сейчас сверху немножко полью. И оставлю водичку внизу. Она была на северной лоджии, а теперь она у меня здесь, на южном окошке. Конечно, это рисково менять так кардинально им условия. Ну что поделаешь. У вас iSenses очень красивое цветение. За это я на это я и купилась, и поэтому приобрела черенок. Тоже на фитильном поливе. В общем, не шибко-то растет, но ждем весну. И как-то складывает у меня листики, возможно, от сухости воздуха. Когда похолодало, лист пошел вот такой, видите, раскрытый. Вот иди, знаешь, что ей прохлада нужна, наверное. Не пойму. В общем, сейчас накапает там внизу. И этого будет ей достаточно. Но Суматра решила расти. Стояла, и как ее понесло. И вот она быстренько схватилась за опору. И вот она прям в поисках. Надо Суматру, девчонки, пересаживать уже. Все, надо пересаживать. Вы думаете, одна Суматра такая спрытная? Вот моя еще одна каудата. Это каудаты такие. Каудата Сильвер, которая тоже вот вырастила новый листик. Сейчас мы его глянем. Ой, он еще такой нежный, девочки. Смотрите, какой. Так она пошла. Вот еще новый узел. И она схватилась мне вот сюда. Смотрите, куда она полезла. Видите, вот ее краешек. Обалдеть. В Одессе солнечно. В Одессе солнечное 1 января. Сейчас поедем к морю. Погуляем. Если не замерзнем, бо с утра было -8. Вот такие планы есть. Посмотрите, на какой красивый лист у каудаты. Девочки, сейчас досматриваем, дополиваем подоконничек, а полочку мы с вами рассмотрим уже в следующем видео. Потому что я знаю, что у многих не хватает терпения на мои такие длинные видео. Отвлекаю вас от других блогеров. Так, смотрите, вот две каудаты, да, одинаково себя ведут. И Суматра, и вот это Сильвер. Обе уцепились своими усиками и лезут вверх. Так, я видео, по-моему, без монтажа буду делать, потому что я их там одним кадром как бы вот так снимаю. Так, это знаете, кого я поливаю? Моего проблемного без конца в какой-то непонятке, вроде красавца. Это Хоя Фичи. Хоя Фичи. А это кто? Это фунги. Это фунги. А это Фичи. А это Фичи. Ни разу не цвел, но судя по видео, по обзорам, очень красивая Хоя. Но у меня она что-то прям, не знаю, черенок приехал вроде ничего, и такой приличный,
а у меня ведет себя отвратительно. Так, это кто у меня? У меня есть флагеллата и есть фувоенсис. По-моему, это флагеллата. И она пошла, смотрите, куда. Видите, что она делает? Она пошла прям в кондиционер. Надо ее оттуда доставать, девчонки, потому что слышала такие истории, когда хои прям залазят туда в кондиционер, представляете? И потом там поселяются. И кондиционер не включишь. Так, есть у меня вот такой черенок, кто хочет, моей триколор. Я вам ее только что показывала. Сейчас я его полью. Он тоже обсох. Он прям такой растущий, с корнями уже, с новым ростиком. Девочки, кто захочет, показываю вам еще раз взрослое растение. Вот, взрослое растение, а это его малявка. Очень красиво цветет, такая корзинка обалденная. И вот именно это из карноз. Конкретно триколор и беспроблемный. Ну и сказать, как карнозы прям все завивает, нет. Вот я закручиваю, уже ж не первый год он у меня, но он не громадный. И вот я не люблю, когда хои типа пубикалис, карноза сильно завоевывают пространство. Так что вот есть такой череночек. Захотите, пишите на фейсбуке Аня Ярощук. Так, вот здесь у меня еще такая хоечка растет, интересная. Так, это, по-моему, мелифлуа. Мелифлуа. Нравится мне произносить это название. Мелифлуа. Это вот хои, которые такие, знаете, с историей, которые давно уже в коллекциях, многие повыводили их, но они как бы достойные хоечки. Сейчас я тоже полью, она у меня высохла. Так, эту мы, да, полили. Пропустили вот эту красоту. Сейчас мы польем вот эту красоту. И еще у меня здесь одна малышка. Сейчас я вам ее покажу и скажу вам до скорых встреч и пожелаю вам всего самого наилучшего. А малышка это у меня недавно купленная, тоже уже просохла. Это лакуноза, которую я очень хотела приобрести. Она такая, знаете, как кустиком пушистым растет. Видите? У меня беда вот с лакунозой варигатной. Я уже срезала череночек, посадила на укоренение, ребят. Ну вот что-то ей у меня не понравилось. Видите? Я ее не трогала, грунт не меняла. В общем, она начала сыпать листья, начала пропадать. Варигатная версия. Новобоенсис нормально себя ведет, но плохо растет. А вот это прямо осыпается и все. Что-то ей не нравится. Это... Как она называется это? Она прикольная и не дешевая, и не часто встречается. Я подпишу, ребят, как она называется, но она мне очень нравится. Короче, вот так. Так что на этой оптимистичной ноте про наши растения, главное не забыть полить, я хочу закончить наш репортаж и пожелать вам всего самого наилучшего в новом году. И до встречи в следующем видео. Обнимашки.